Жига, вези. Ой, дядя Саша заруливает, да? Известный переезд, диспетчерская здесь. Честно говоря, немного опасаюсь какого-нибудь там зверя встретить. Какие обтекаемые формы. И потом все, и потом не отделаешься, напоишь опять. Есть кто живой? Перегрузка леса. Блин, он еще усилился. Привет. Ну что, пора прощаться с Усть-Куломом. Все собрал, все рабочее место опять в машину переехало. Все как было, так и осталось. Единственное, что очень круто, вода. Здесь очень хорошая вода у них, поэтому набрал с запасом. Последняя охотка с вещами. Их было достаточно много. И мы прощаемся. Как же мне нравится вид отсюда, а? Ты посмотри, какое поле шикарное. А вчера вечером был закат, и так свет стелился классно. Но, извини, я это дело не снимал, потому что подзадолбался. А еще, мне кажется, я вчера немного спину. Ну, не сорвал, но потянул так точно. Так. Да, вот как-то вот так вот это все происходит. Сегодня, на самом деле, день чертовски знаменательный. Наконец-то, наконец-то еду в поселок Витью. Ударение на «ю». Хотя хочется произнести как «Ветью». Для меня это вообще какой-то синоним Любиней. Поселок Лагерный. Была лагерная узкоколейка. Что-то там должно остаться, типа на дрезинах движение какое-то. Но самое жуткое – это дорога туда, через реку. И нам на руку то, что сегодня суббота. И наверняка нас кто-то подбросит. А если нет, у меня и на это есть решение. Так, небольшой чекап перед поездкой. Аккумулятор у нас улетел, потому что вчера на этой машинке я гнал Аки-Шайтан под 100 по такой дороге. Ой, что мама дорогая. Так, жидкостя норм. Вот тут что-то маловато, надо долить. Сейчас мы это дело дольем. И больше всего меня интересует маслице. Сколько его там? Потому что она же вроде поджирает. И главное этот момент, да залезай ты, не профукать. А у нас почти на максимуме. Круто, круто. Ну, сейчас мы чуть-чуточку дольем. То, что там осталось из открытой канистрочки от дрезинки. Здесь тоже пополним. И вообще в дамках будем просто... Опа. Так... Это все мусор. Это просто до свалки довести надо. И вот это тоже. Вот оно. Все-таки техника любит ласку и смазку. Открывайся. Молодец. Нам уже терять нечего. Да, как раз немножечко долить. Чтобы вообще голову не забивать. И где-то на полпути домой еще разочек проверим. Так, антифриза-то у меня и нету. Да, нету. Ну ладно, на заправку все равно сейчас заедем, полный бак, докупим, дольем. Главное, крышки сейчас закрыть, не забыть. А ведь Витью — это последняя точка экспедиции. Как бы оттуда уже все, домой. Домой! До помоечки у нас будет вот такой вот оффроад. Jiga is master offroad. Yeah, baby. А потому что там два припарковались так, что хрен проедешь между ними. Ладно, дело житейское. Буртуй. Спасибо. Все, полный бак. Красота. Можем двигать. Нам чуть надо проехать дофига километров. Около 6 часов езды. И потом еще непонятно, как добираться до самого поселка. И оно как. Так, выезжаем со второстепенной. Вчера мы ехали направо. Сегодня едем налево. Так, пока никого нету. В принципе, дорожка здесь более-менее. Так что, ну, с Богом. Надо еще будет заехать в Сыктывкар, помпу взять для воды. Пришла она там на маркетплейсах. Удобная штука, черт возьми. В этом плане в хорошее время живем. Раз заказал, пришел, забрал. Вот, например, в Кирове меня там ждет для фотоаппарата защита экранчика. Тоже надо будет заехать. Заодно и прикупить вятский квас.
Тормознул дух перевести. И вот выбрал место у такой остановки. Здесь вообще в Коми такие остановки, они практически типовые. Есть еще другая разновидность, такая вигвам и сплит. Но мы такую уже видели издалека. Вот такое вот. Ну, в принципе, что, посидеть можно, от дождя укрытие. Да, пластиковая. Интересно. Следующая незапланированная остановка вот такого мемориала. Памяти узникам лесных лагерей. Очень символично, учитывая, что мы сейчас едем как раз на лесную узкоколейку, на лагерную. Узники, сильные духом, и в застенках остались люди. Пусть погибшим земля будет пухом, тем, кто выжил, поклон до земли. А вот, кстати-ка, посмотри. Ох, не зря заметил. Вот они, стройотряды, лесоповал. Вот это вот все. И, кстати, обрати внимание, узкоколейка, видишь? Буфер, сцеп лесовозный. Ну надо же. Не имена, а номера. Да, с конвоиром. Вот как-то так. А представляешь, зимой в Коми, в телогрейке в такой, не разгибая спины, да жесть. Кошмар какой. Да, сейчас очень тонкий момент, и все-таки я воздержусь от политики, но я думаю, вы все прекрасно понимаете сами. Вот такая вот вышка символическая. Сторожевая. Да. А тут еще у нас что? Скверик, столик. Перекусить. Вот такая вот жуть. Надеюсь, никогда подобное не станет вновь актуальным. Еще одна неплановая остановка. Поселок Курткирос. Вроде так называется. Увидел я ПВшку и решил посмотреть. Зашли мы как-то с тыла, мы тут, наверное, незваные гости. Поэтому давай быстренько это все дело глянем. Ё-моё, ее на шасси переставили. 11,91 столовая. Очень круто. Стоим максимально палевно, поэтому быстро фоткаем и убираемся. Такая торцевая часть вагона. Даже привод на ручной тормоз сохранился. О, он еще и открыт. Обалдеть. Это находка так находка. Еще и на колесном шасси. Первый раз такое вижу. Никогда еще не доводилось. Вообще удивительное строение. Хотя, что мешало? Ага. Туда нам забраться. Да, все закрыто. Вряд ли там от столовой что-то осталось именно столового. И вот так вот туда кусок рамы приварили. И туда кусок рамы с поворотной частью от прицепа. А снизу вагон остался, ну, типа родным. Да, вон она, балка идет. Рама. Ой, гольная выдумка хитра. Чё только не придумают, а? Так, вышли на максимальное палево. Ага. Здесь просто вагончик с дышлом. Господи, вот это да. Чё только не придумают. Жалко, у МАЗа дверка открыта. Немного не тот видок.
С ума сойти можно. Так, ну теперь нас пока не запалили, самое время сматываться. В прошлый раз мы проезжали с другой стороны этот светофор на трассе. А вот так выглядит стройка со стороны этой. Ну, что-то не видно, что там особо копошатся, хотя сегодня суббота, может быть, поэтому. Так что стоим, загораем. А это едем с Сыктывкаром. Наша задача заехать за помпой, как я уже говорил. Ну и плюс я еще заехал в магазинчик и купил подарочки любимым. Коми-кола. По-моему, прикольный сувенир. Ну, а что еще отсюда везти? Вот так вот, чтобы на поверхности, я и не знаю, признаться. Так, вторая рука нужна. Сорян. В целом, что? Город и город. Панельки и панельки. И новостройки есть. Но в основном такое вот советское наследие. Плюс, опять же, строят такое малоэтажное жилье. В принципе, я считаю, тема прикольная. Намного лучше, чем эти человейники там на 40 плюс этажей. Ну это же жесть так жить. Хотя разве это можно назвать жизнью? Ну, поправите меня в комментариях, там, кто будет возмущаться. Но вот есть и такие вот новенькие домики тут. В принципе, ничего такого прям вот сверх не наблюдаю. И самое такое удручающее, что не видно ничего вот именно каких-то местных особенностей. Город и город. Архангельск тоже, ну, в нем деревьях побольше. Хотя, опять же, может, это я здесь не там езжу просто. Ну, как-то ничем не выделяется город. Вот он просто есть и есть. Ну да, ну Сыктывкар. Ну и чё? Сложно сказать, сложно. Красиво цветут, как все желтеньким. В общем, я даже не знаю, что еще тут добавить. Сыктывкар и Сыктывкар. Уныло село, непримечательно. Ребят, кто с Сыктывкара, пожалуйста, не обижайтесь. Ну, у меня вот такое мнение сложилось. Хотя, опять же, я здесь чисто проездом. Вот, я помню, был бар Маяковский, вот там клево. Да, там клево. А так, ну, есть Сыктывкар. Ну, круто. А пока я ездил по этим кочкам и колдобинам, один из подарочков, который немножко стал дефектным, когда я его укладывал, там дырочка, пробилась очень тонкая бутылка, он перевернулся, и вся добрая коми-кола теперь у меня где-то вот там вот. Мы сейчас на Эжве, и зацените, здесь прям целая платформа есть. Да, без турникетов, без ректальных досмотров. Да как такое возможно? На Сыктывкар, на Москву, на Сыктывкар налево, на Москву, соответственно, направо, первый путь. Вот такая вот платформа. Интересно было бы на пригород посмотреть. Подозреваю, это Тапок, Буртуй. Счастливого пути. Спасибо. Но это когда мы уже на Москву поедем. Сейчас же у нас будет другой Буртуй. Опять же переезд. О, темочка. Интересные окраски, кстати. Переезд какой, а? Олдскульный. И тепловозец. Ух ты! Нет, такое надо сфоткать.
Бошки по коме будет кость. Еду, прямо отдает пригородами Архангельска. Тоже песок, сосны, дорога. Ну, чувствуется. Ну, широты, скорее всего, приблизительно те же самые. Красотень-то какая. Жалко, моря не будет. Приехал на заправку, а тут вон какой красавец стоит. Здорово, правда? И там он тоже там что-то везут интересное. Ну это, конечно, вообще красота. Наверное, зимой такой смотрится просто великолепно. Финально откушал вот в такой кафешке на выходе из Емвы. Сейчас едем дальше. Но очень скоро надо сворачивать куда-то, где на карте обозначена серым цветом дорога. В принципе, нам до Витью где-то до берега противоположного Витью где-то час. А там дальше посмотрим. Не выспался, спать хочу. Не знаю, как там сейчас хасанить буду. Но от этого станет только интереснее. С другой стороны, адреналин может дать хороший прилив сил. И представляете, на выходе вот встретил товарища подписчика. Как вас зовут? Петр из Сыктывкара. Ой, очень приятно. Как раз сейчас по Коми путешествую. Смолянку вот вчера посмотрел. Сейчас Витью. Я вот начал как раз вас смотреть с Коми, когда вы ездили в Летку. Да. Вот и да, вот зацепило меня, вот и подписался. Да. Все. Ну здорово, спасибо большое, очень приятно, здорово так вот встретиться. Мир тесен. Посмотрел, пока кушал на колеса машинки, немножко там, видимо, давление прослабло. Это хорошо. Лучше ехать на таких слегка подспущенных колесах по такой вот дороге угроханной. Оно как-то и воспринимается легче, удары гасятся лучше. Так что все отлично. Едем дальше. Жига, вези. Ну, вот такой вот асфальт. Да, периодически ямки, периодически коварные ямки. Но вполне себе. Что, раз на обочину съехал. Отлично. Так, на третью. Прет девятос. Груженная в гору с прицепом. 3000, да, 60. Умничка. Умничка. А там за окном север. Конфигурация, вот эта вот дорога в глуши Коми мне сейчас напоминает Ярославку, ближе к Архангельску. Опять дежавю. Пейзажи, ну прям те же самые. Красота такая. Особенно сейчас лесок расступился. Такая прям широкая полоса отвода получилась. Очень красиво. Тяжело отвлекаться от этой красоты на ямы, но жизненно необходимо это делать. За пару километров до нужного поворота асфальт сдался. Вышел из чата. Ну ничего, хороший грейдер. Не хуже плохого асфальта, а может даже и лучше. Больше всего вот эта вот туча напрягает на самом-то деле. Едем сейчас вообще в пустоту. Дозовусь там, не дозовусь кого. Что там вообще за река, насколько она широка. Может и не рискну на лодке. Развернусь домой и поеду. Вообще никакого плана нет. Опять же, я туда переправлюсь без дрезины. Значит, надо там кого-то искать. Повезут, не повезут. Может, скажут, денег много надо. Я не знаю вообще, что, как там будет. Хотя опыт одного очень известного путешественника показывает, что там могут и за так свозить. Главная идея, а не просто так, покатушка. Я думаю, создание фильма «Рассказ о поселке» тоже достойное занятие. В общем, посмотрим. То, что кажется мне, может быть совершенно неочевидным для других людей. Это норма. Витью. Да, Витью, я знаю. Но Витью звучит как-то более угрожающе. О, да. Это 500 метров. Но не усосанная, нормально. Могло быть намного все хуже. Хотя я ненавижу бетонки.
Больше всего интересно, как выглядит сама Вымь. Что она из себя представляет. Вот буквально пара поворотов. Так, Т-чик стоит. Т-чик — это хорошо. Есть жизнь. Может, и доремся до кого. Какой прицеп мощный. Ага. Так, ну пойдем знакомиться. Ну, речушка не выглядит какой-то шибко трэшовой. Эх, Т-чик, классная все-таки машинка. Ребят, ну учитывая, что это лагерный поселок, радующиеся люди и сердечки, ну окей. Так, знак традиционно расстрелян. Какая красота, ты глянь. Какая красота. Вы мой спаситель! Прям деревенская классика. Оппозит, Урал, режим работы клуба. Когда на этих окнах были занавески, стоял длинный стол. Берлин, а это дрезинка. Зато вот у меня даже на дрезине такой красоты нету, как здесь. Какие наварки лютые, бог ты мой. Эх, да, вот он, 29. Какая интересная у него конструкция. Да, ну и красотень. Просто класс. Кажется, на этой высоте комаров стало значительно меньше. Такой вот вид. Вон там тепловозик вдали. Фух, капец, отснял ветью. Ну как отснял? Не получилось на линию, к сожалению. Но хотя бы немножечко поруфили. Вот этот вот крантик. Правда, это не кран, а немножечко другая штука. Ну там посмотри видео, там есть название. Вот последний тепловоз Витюнской узкоколейки. И рядом с краном я нашел гнилую шпалу, из которой просто вытащил вот такой вот маленький сувенирчик. Витью. Короче, пойдем в сторону Вечного огня. Это место, где вечно сидят мужички, варят супчики, пьют водочку, отдыхают, рыбачат. Вот. Посмотрим, может быть, там что-нибудь перекусим у них немножечко, пообщаемся, хлопнем еще там рюмашечку. И надо в палатку. Надо сегодня высыпаться. Завтра дорога домой. Витью. Вот это последняя точка. Блин, как красиво, а? Ну ты погляди. Вообще супер. Не, это надо еще пофоткать. Красота такая. Комары одолели, просто одолели. Это жопа. Перестала действовать моя маська от комаров. Ну, ничто не вечно. Поэтому сжирают, падлы, заживо. Подкладка-то какая красивая. Зацени, такой цвет серый. Как будто сцеп лесовозный. Их тоже на заводе красили в серые цвета. Мох Витюнский из коми. И такое бесконечное лето. Листик березоньки. Вот, да, уже смеркается, время прилично. Честно говоря, немного опасаюсь какого-нибудь там зверя встретить. Но я постоянно опасаюсь их встречать, постоянно хожу, болтаю, и что-то как-то не встречаемся. Поэтому спокойно, смело идем в сторону Вечного огня. Ну, такое маленькое впечатление вообще про этот день. В целом-то все очень клево получилось. Машинка не подводит. Ох, что это коми-кола. Надо будет потом, наверное, дома уже буду отдраивать. Все, что она мне там заляпала, в принципе, сейчас не мешает совершенно. Вот. Жалко, что не получилось проехаться на Пионерке. Очень эта дорога интересна мне. Ну, потому что она не просто там Всиновская, да? Она прям лагерная. То есть, как мне подсказали, с 58-го года тут вот заключенные работали. Все это были лагеря-строгачи, конвой. Из гражданских только там жены офицеров, там, охранников, вертухаев, если вам будет угодно. Вот. Короче, такие дела. Иду. Не, красиво, конечно. А представляешь, я сейчас иду, это по бетонке. Это настолько бетонные плиты уже здесь въелись в землю, что просто швах. Погоди, или их здесь нет? Я, честно говоря, иногда путаю, где они есть, где их нет. Потому что природа, она забирает свое семимильными шагами. Стоит только человеку отступиться, все,
сразу. Но это естественный ход вещей, так что что тут удивляться. Да не, вон вроде граница, да, бетонные плиты. Да, бетон, точно. Вот такого плана здесь аппаратура катается. Это мы сейчас ее видим спереди. То есть двое спереди, двое сзади. Один из задних рулящий. Вот такие вот лютые усилители. Расширители, то есть. То есть на стоковых колесах, которые кончаются вот здесь по этот шов, тут вообще делать нечего. Блин, вообще меня сейчас сожрут тут. Жесть, их тут рой. Короче, такая вот дрезинка. Вот, они здесь все, в принципе, ну, плюс-минус похожи. Вот, кстати, какая-то стрелочка была, крестовина. Здесь должен был быть остряк, а вон он там. Комары, падлы. Да, то же самое. Вот он, остряки. Когда-то была стрелка, но все, уже путь тут обрывается. Туда прямо уходит линия, туда в темноту, через большой муравейник. Короче, вот так вот, а меня сжирают. Блин, сволочи. А фишка в том, что все эти места, они находятся на удалении от поселка. И чтобы сюда попасть, нужно пересечь ручей. Блин, вообще капец зажирают. Короче, тут такой мостик. Вот как-то так это выглядит. Понтон, чуть ли не военный. Ты представляешь, вот страна, а? Какой-то поселок, черти где. Почти баржу сюда приволокли, поставили. Но справедливости ради, я по поселку погулял с одним молодым человеком, который отсюда родом, у которого... А вот тут вот мостик опасный. Ой, комарья. У которого тут родители живут. Оказывается, здесь электричество постоянное, водоснабжение со скважины. Оказывается, здесь вообще все не так уж и плохо. Я-то думал, дают свет-то по часам. Черта с два, улицы вечерами освещаются. Хотя зимой живет человек 10. Ну, здесь зимой морозы по 40, так что хитрость ли. Интернет тут есть, оптоволокно. Короче, Витью это нифига не Любеня, как казалось мне изначально. А поселок вполне себе такой нормальный. Раньше-то здесь вон производства были, бетонка вон какая в гору. Сейчас часто приезжают иностранцы, там на следующей неделе немцев ждут. Наши какие-то блогеры, ребята тоже ездят. Вон фонарик выпал. Короче, в поселке внезапно жизнь просто кипит. Сказать, что шок, ничего не сказать. Я ехал во что-то дремучее. Думал, там какой-нибудь кадр поснимать, там какие-то бабки на распевке на коме языке. Что-то такое замогильное. Ветью. Во-первых, не ветью, а витью. А во-вторых, нифига не замогильное. Вот так. Вон, ухи свеженькой прям сделали. А как рыбка называется? Красноперка. Красноперка, вот красноперка. Беленькая такая. Картофанчик прям при мне тогда резали. А второй вот. Напарник, блядь, это. Напарник второй. Вот он такая вот красота. Так что вот оно, северное гостеприимство. Благодать. И Саша перебрал, хочет меня уже спаивать. А вот такой вот тут вот остатки костерка, уха. Вон тут головы рыбьи. Прям вот лучок цельный, никто не заморачивается. Вот такие дела. Так а чё ж лечить, коли здоровый? Для здоровья. Если здоровье лечить, Не, это подожди, верный подожди, путь к болезни. Ай-яй-яй. Предотвращение, нахуй, чтоб ты не заболел, нахуй, чтоб у тебя насморк, нахуй, не был, нахуй. Нету насморка. Вот, ну, вот сейчас Так здоровый. Вот подожди, если я тебя перевезу, нахуй, на ту сторону, нахуй, ты ляжешь в машине, нахуй, спать, да? Так. Вот. Машина по-любому, нахуй, дырочки есть, нахуй. Будь сквознячок, нахуй. Ой, здесь, Саш. Немножко температура, нахуй, упадет, нахуй, часто пока тепло, нахуй. А под утро, нахуй, температура все равно упадет, нахуй. Ну, как утром, нахуй. Так я ж укрытый-то буду, я ж эту всю тему-то знаю. Сколько лет автотуризма. А снизу-то, нахуй, ёбаный случай, все равно поддувает, нахуй, ёбаный случай. А тут ты, сука, простыл, нахуй. А снизу матрас. О, матрас, это ни о чем, нахуй, ёбаный случай. Так что, Максимка, мозги не еби. Настойка горькая, господи, Горькая. ну что ж. Ну, Лучше бы вот, шоколад горький, настойка-то. Вот, видишь, нахуй, ёбаный случай.
Специально Века. с перцем нахуй мы сушили. Сыктывкарский ЛВЗ. Крепость 40 оборотов, объем 0,5. Ну, заставлять и не заставляю нахуй. Да, не заставляет он, ага. Блин. Ну, здоровье для... Здесь, Саш, Давай. твоя взяла. Будь Едите. здоров нахуй. Больше не буду. Да ради бога нахуй. Ловлю на слове. Все. Все, ловлю на слове. Все, базара нет. Все. Твое здоровье, дядя Саш. Ну, Давай. Давай. Ага. Приезжай. Ты встретим. Ну, Спасибо. только летом, нахуй. Только Всегда летом. встретим, только встретим, нахуй, я тебя перевезу, без проблем, нахуй, я сюда. А ты, дядя Саш, здесь только в выходные или на буднях, или как? Как тебе сказать, нахуй? Да как есть. А, ты хочешь знать все, нахуй. Ну, не все, но хотя бы выжимку. Так, все, это я, так, слово пришло, нахуй, И потом все, и потом не отделаешься, напоишь опять. Нет, ну, там как получится, нахуй. Да знаем мы, как получится. Все, давай, доброго здоровья. Давай. Все, погнали. Давай, делай. Делай только до конца, нахуй. Чтоб это... Чтоб ни сердце, нахуй, ни спина не болела, нахуй. Манипулятор. Давай, пиздят, нахуй. А. Ну я ж тебя поддерживаю, нахуй, ёпта. Да. Я ж тоже травлюсь этой хуйней, нахуй, это зараза, нахуй. Я понимаю. На. Нет, закусывай. Давай, ты тоже закусывай, дядя Саш. Бля, хорошо. На. Смена поколения. Не теряй, нахуй, его. Блин, ребят, налудили меня немножечко, но черт возьми, ты посмотри, какая красота, а? Какие, блин, вообще. Вот люблю я нашу страну. Ну, красиво же, черт возьми. Там уже туман пошел, лодочки привязаны. Благодать. Опаньки. Оба, ой, дядя Саша. Дядя Саша, блядь, озорник, нахуй. Тяжело, нахуй, что ли? Да заебись все. Блядь. Взял, налудил меня, а, дядя Саш. Ничего. Бессовестный ты человек, а? Ну вот так вот. Что делать? Видишь, сколько дел, нахуй. Зачем тебе чуть нахуй? О, ух, едить. Да нахуй денется, ёпта. Да это да. Эх, Витю, спасибо. Хорошо жить. Отчаливаем. Ох, какой запах воды, сырости, рыбы. Офигеть. Ух, кайф. Ой, дядя Саша заруливает, а? Вот она, Вымь. Республика Коми. Класс. Просто супер. Холодненькая, да. Купаться летом вообще хорошо. Да понятное дело. Ох, благодать. Ой, пока, Витю. До новых встреч. Кайф-то какой, а? Ты глянь. Блин, лодка это круто. Что не говори. Спасибо, дядя Саш, за все. За рассказы, за лекаря, за беседы. Спасибо. Летом. Да я вообще купаться. Вот, сейчас причалим. Ага. Вода как зеркало. Блин, кайф какой. Чего, Мотя? Не, завтра. Завтра? Завтра. Что, завтра ты приедешь? Не, завтра с утра уезжаю. Спасибо большое, дядя Саш. Спасибо, добрый человек. Спасибо. Дай бог свидимся еще. Ну все, молодняк, давай. Будь здоров, увидишь себя в интернетах. Вижу. Да. Оба! Давай. Да. Отойду сам. Сам отойдешь? Давай, счастливо. Давайте, пока, ребят. Все, давай. Спасибо большое за все. Очень круто было.
А ну-ка, 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 пошла, пошла, пошла. Оп. Ага. Давай, будь здоров. Всем привет в интернете, нахуй, чтобы все нормально было, нахуй. Чтобы все нормально было. Приезжай, посмотришь на нашу дорогу, нахуй. Добро. Ну, все делано. Ох, вот это жизнь. Вот это жизнь. Ну а мне надо палаточку разбирать. Надо выспаться. Завтра долгая дорога домой. Последний пункт. Витье. Вообще в сердечке. Все-таки такие люди хорошие встречаются на пути. Конечно, понимаю, что разные совсем люди бывают, но пока что встречаются только очень хорошие. Спасибо за это, Вселенной. Ну, доброе утро. Все, сейчас завтрак и в дальний путь. А тут вчерашний течик. У него хозяева есть. Нагота, нагота, жопа. Вот ребята приехали порыбачить. Такой скромный прицепчик. Кстати, такого прицепа ты не видал никогда. ИП Харитонов, ничего себе. И лодочка. Как интересно ее раскрасили, смотри. Листики все попшикали, такая она. Боевка. Вот на таком вот транспорте ребята гоняют по речке, рыбку удят. И все у них в целом хорошо. Такие дела. Ну и классика Т4. Здорово. Да, удачи тебе. И тебе тоже давай. Ну смотри, какая красота, а. Ля. Хорошая машинка. Вот такая жизнь. Раз лодочку цепанули, поехали. Молодцы. А у нас все гораздо проще. Сейчас новую помпу, умывашки, кофеек, бутербродик, да не один. И в дальнюю дорогу. О, какая жига. Не, все-таки машинка приятная. Хорошо, что пятидверка появилась, а не трехдверка. Было бы, ну, совершенно не так удобно. Все-таки две задние двери, да, доступ шикарно обеспечивают. Культурный шок возрастает. Ем во Витью. Маршрутка сюда еще ходит. Другой вопрос, что она сейчас пустая. Но это уже лирика. А тут такой завтрак небольшой. Молока уже нет, а водой разбавлю. Ну все, спасибо Витью, спасибо этим местам за все то доброе, хорошее. Начинаем путь домой. А дорога домой, ну дай бог, не покажется долгой. Обратите внимание, какая эстакада из кругляка. Какой транспортер. Вот делали технику, да? Все, прощайте эти места. До новой встречи. Мы пока потихонечку начинаем. Как же нам в Витью-то повезло, что в дождь не попали. Погода нам вообще в эту поездку благоволит с тобой. Ни разу не промокли. Хорошо, повезло. Теперь главное еще до дома доехать. Сейчас заодно пыль на машине немножечко подмоет, прибьет. А ну с такой видимостью особо уже и не погоняешь. Поаккуратнее надо. А вот и на шоссе вышли. Да, хорошо, по трассе приятно. И все-таки девятка — это идеальный плеер для думерской музыки. Постпанк. Вообще супер, идеально подходит. Плохие дороги, думерская музыка, панельки, леса. Все, заправил себя. Останется машину только заправить. Ну, дай-ка колесики подкачаю. 1,6 было.
То-то, я думаю, расход так резко вырос. На плохих дорогах, видимо, там что-то подтравило. В общем, сейчас 2,25 сделаю. Все равно оно потом подспустит. Для трассы будет в самый раз. У нас уже грунтовок больше не будет, поэтому можно будет и пыль в салоне вытирать. Меня больше всего интересует, сколько в этом колесе давление покажет. Прицеп, кстати, на удивление держит. Там все нормально. С обеих сторон все хорошо. Уж колесики старенькие. Но ему как бы ладно, доп. Амортизация хуже не будет. 0,8. Вот так вот. Интересно, это оно спускает или просто из-за ямы, из-за какой-то. Ну, короче, за этим колесом тогда контроль. Так, наша следующая точка в Кирове, пункт выдачи Озон. Да, ехать нам 7 часов. Ну ничего, по плану должны успеть. Покормил коня. Поехали с Богом. Все, детство кончилось. Покидаем Ляли. Идем в подъем. И тут вот такой вот домик. Часто такие стоят. Это запас песка, чтобы посыпать им дорогу зимой. По-любому здесь фуры боксуют. Большая проблема. Только интересно, кто этим занимается. Тот, кому нужна помощь на самообслуживании, или дорожные службы там по погоде работают. Кто в курсе, черканите в комментариях. Будет очень интересно. Тепловозик уже уехал. А вон он там, видели? Технологические светофоры стоят. И вон он на маневрах. Классная окраска. ДМ-3197. И нам, кстати, уже вот сюда. Если прямо в город, то нам на объездную. Так, переезд свободен. Буртуй! Счастливого пути! Спасибо! И все, вот он весь наш Сыктывкар. Что-то в этот раз дорога идет прям тяжело. Как только выезжаю на трассу, сразу какое-то такое состояние, типа измененки или транса. Не знаю, ближайший поворот через 150 километров вроде недалеко, а что-то как-то прям еду и лечу. Наверное, просто устал уже под конец экспедиции. Тормознул на заправке взять себе кофейка вкусного. Пожиги все вроде норм, ничего не течет, все колесики давленица держат, все вроде нормально. Прицепий тоже без замечаний. Но я тут увидел такой спортивный снаряд, супер аппаратура, вы посмотрите, какой тюнинг, какие обтекаемые формы. Сзади есть фаркоп крузаки вытягивать. Он даже заморочился, подобрал фонари заднего хода. Тонировка, ну да, пусть такая-то. А вот это блатота, это типа это решетки или что там, обязательно баба. Значок Мерседес, потому что это секретный Мерседес, такого ни у кого больше нет. И вот такие вот фарочки тюнингованные поставил. Ё-моё. Я, конечно, все понимаю, но, черт возьми, жалко. Жалко, заколхозили. Хотя машинка такая прикольная. Я вот тоже думаю, что-то давно ничего не было. Тут дворники на прерывистом, а потом оп, и перестали. Ну, должно было еще что-то вылезти. Ладно, тормознем, посмотрю, может, дело просто в предохранителе. Не, все проще, видимо, под рулевой. Я попробовал вот подачу воды, все заработало. И это под рулевой сидит. Короче, только что это работало. Ладно, что будем через подачу воды стекло чистить? А, не, во, пожалуйста.
Какие знакомые места на горизонте замаячили. Это значит, мы уже близимся к выезду из республики Коми и будем въезжать наконец-то в Кировскую область. А это прекрасный знаменитый переезд через Кобринскую узкоколейку предприятия Майсклес. У меня про нее аж 3 серии. В первой едем налево от этого переезда в леса, а во второй и третьей исследуем правую часть ветки. Давай-ка здесь тормознем. Посмотрим, как тут дела, как тут переезд. Делаем стоп, только не у стоп-линии, потому что будет ничего не видно. Ага. А здесь надо немножко нам прогуляться с тобой, дружище. И, кстати, зацени, какие следы интересные. Прям под колею 750, ей-богу. Кто-то здесь пионерку таскал. Известный переезд, диспетчерская здесь. Даже лампочки повесили такие а-ля ДПС. Ух, ну и ветер. Хорошо, хотя бы нету дождя. Ну-ка, теремок, теремок. Кто в теремочке живет? Прожектор новый повесили, прикольно. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тук-тук, есть жизнь? Люди! Человеки! Есть кто живой? Никого. Ладно, пойдем тогда. Не будем тут отсвечивать лишний раз. Пойдем вдоль путей пройдемся. Там какой-то подвижной состав стоял. Интересно глянуть. О, движение. Движение — это жизнь, однако ж. Возможно, мы там сейчас увидим, как работает эта узкоколейка. Совершенно незапланированное посещение узкоколейки и живой тепловоз. Это круто. Приятно, что Майсклес существует, работает, лес заготавливают. И это мега круто. А он, зацени, там вагончик стоит. И платформа, на которой, походу, что-то жилое. Мне кажется, я это уже когда-то видел. Да-да-да, знакомая тема, только у него как будто еще крыша была. На платформу поставили кабину от тепловоза в качестве такой бытовки. А ну-ка, пойдем глянем. Есть кто живой? Люди! Такая вот бытовочка. А здесь вон можно поспать как следует. Красота, правда? О, еще тепло от печи. Здорово. Ну а сюда дрова и прочее снеть. Второй вагончик ПВшка. Тоже жилой, там видно нары стоят. Ну, может, еще и как столовая используется. Нет, там по большей части нары. И вот так вот происходит перегрузка леса. Заготовили на сцепах, заготовленный привезли. И здесь с помощью манипулятора на лесовоз. Да-да, те самые лесовозы, которые ездят по этим дорогам, которые асфальт разбивают. И тут тоже такая тема самообслуживания. Приехал за лесом, все, подъезжай, сам себя грузи. То есть водитель должен быть универсалом. Вот оно так и происходит. Протянул, сейчас лапает и перекладывает. Кругляк, конечно, такой какой-то хлипенький. Он целую охапку за раз берет. Спички! Когда-то в похожей серии мы смотрели, как торф перегружают. А теперь лес. Только там торф загружали, а здесь лес и разгружают. Да, очень похоже, все наоборот. Согласен, верное замечание. Вот такая вот работа. В принципе, прикольно. Раз и схватил. Угу.
Кстати, из интересного, окраска заводская у сцепа вот такая серая. Вот там видно, 89-го года. И вот она, в принципе, сохранилась. Тара сцепа 8,2 тонны. Да, ладненько, давай отходим, а то сейчас опять манипулятор тут будет работать. Нам травматизм ни к чему, особенно производственный. То под солнышком были, сейчас под дождиком. Ну как на такое не полюбоваться, а? И после этих слов дождик усилился. Блин, он еще усилился. Так, ну что, заодно и столовку эту посмотрим. Ой-ой-ой, заливает, заливает. Хопа. Фу, спрятался. Красиво как, да? Блин, а ведь он же там сидит и работает. Вот так вот, хошь не хошь, а вошь. Свернул он свой манипулятор, в кабину пошел от дождя. Ну правильно, вон ливень-то какой проливной. А мы-то где оказались? Какой-то тут матрас. Опа! Да, красота. Оп. Здесь тоже тепло. Класс, вагон такой весь деревянный, как в баньке в какой-то. Анекдоты с бородой, американский секс-юмор. Фу-фу-фу, чем вы тут занимаетесь, мужики? Речка холодная. Но она есть. Она есть, и выход есть. Раньше, кстати, водяной контур был на отопление. Ну, а здесь мусор. Аккуратно, не провалиться бы. Вот так вот. Ну, поди попробуй такое предугадай. Очень неожиданное, приятное путешествие получилось. Сейчас, кажись, тепловоз заводится, поедет. Красота. Очень рад, что с дорогой все хорошо. А то были такие слухи, якобы работать она не будет. Якобы только ее поддерживают. А тут вон лето красное на дворе. Лес перегружают, заготавливают. Супер. Да, вон все сюда упаковались. Сейчас поедут. А вот и старт. Просто так не будет запускать, значит сейчас поедет. Ага. Пошла курилка. Добрый путь, паровозик, который смог. Столько у нас с тобой приятных неожиданностей. То вагон увидим, то еще что. Но сейчас это вообще красота. Ладно, посмотрим, что нам дорога еще приготовила. Ну вот оно. Кировская область. Спасибо тебе, Коми, за все. Было круто. До Кирова 130, Котельнич 160. Да, дальше Котельнича надо заехать. О, это очень важный рубеж, когда до дома остается трехзначная цифра, а не 4. Грубо говоря, день езды до дома. Уж за день 1000 километров проехать, это вполне под силам. У нас тут перед Кировом тройничок произошел. О, как бывает. Я думаю, что все притормаживают. Еще одно тут событие. Автобус улетел. Охренеть. Что-то как-то небезопасно на Вятке, я смотрю, на дорогах. Ну а так, что, Вятка, хороший город, приятные виды. Но, говорю, мы сейчас чисто проездом, все бегом-бегом, поэтому, знаешь, давай в следующий раз. Вот тоже сейчас был момент, не стал его на камеру записывать,
мужчина на велосипеде подъехал к пешеходному переходу. Он спешился и перевел его пешком. Как и надо по правилам. Любо-дорого смотреть. И да, помимо ништяка, нужно еще прикупить легендарный вятский квас. Обязательно. Вообще, получается, какие-то одни напитки. В этот раз сувениры. Ну, честно говоря, а что еще? Вон, ребят, с утра предлагали рыбу. Ну, будет эта сырая рыба тут ехать в машине 2 дня. Будет она тухнуть. Привезу какое-то такое подобие сюрстрёминга. И чё? Не, лучше вкусненькую какую-нибудь штучку притащу. А вот и речка Вятка. Вот такая красота. Ну ладно. Тут отвлекаться от дороги особо нельзя. Ну ты глянь. Супер. Все, что надо, забрал. Едем на выезд из города. В принципе, ну, Киров, Вятка. Зелено, хорошо. Завод там имени Лепса, что ли, что-то такое. Больничка, вон люди ходят. Вятичи. Накупил вятского кваса 5 полторашек. Ну так, с запасом, чтоб было. Навигатор предлагает 2 путя. Сейчас посмотрим. Не, поедем, как он предлагает. Из новых приколюх на машине немножечко разболталась кулиса, но за эти 1000 пройденных километров, а мы уже прошли их больше 3, больше 3000, да, на этой машине за эти дни, уже как-то без проблем передачи ищутся. Киров, Вятка, Хлынов раньше назывался его, 650 лет городу, фонтанчик. В общем, как-то так. Ну, мы сейчас, конечно же, далеко не в центре, поэтому тут такие здания годов 50-х. Рядом промзона. Ну, в общем, такая ближе к окраине города. Вот ДК прикольный. Железнодорожников или нет? Не написано. Металлург в навигаторе подсказали. Ну, троллейбусы есть прикольно. Кстати, мимо АТП проезжали. Ну, еще до того, как я камеру включил, там, в принципе, АТП только на воротах написано. Так что ничего ты не потерял, мой друг. Ну и, конечно же, заводы. Годов 70-х такая постройка. Ну, по остеклению видно типовому. Конечно же, отправляй в комментариях, если я где-то ошибаюсь. Окраина Вятки в закате. Красивое небо. А мы едем дальше. В принципе, нас навигатор мимо Кирова повез. Ну и правильно. Нам сейчас в городе делать нечего. На Жиге с разболтанной кулисой, с прицепом, груженый. Нафиг надо. А так все прошуршали. Заехал заправиться на выезде из Вятки. Тут такая вот говорящая колонка. И такой киберпанк, обрати внимание. Вот скорая, буханочка ржавая и говорящая колонка. Черт возьми, как это у нас сочетается. Закат какой красивый, да? Тормознул дух перевести. Дай-ка, думаю, гляну, что у меня тут рычаг так болтался. Оказывается, все просто. Пружинка слетела. Господи, обожаю эту машину. Все так логично, понятно, незамысловато. Все-таки совершенство в простоте. Привал подошел к концу. Уже такой закат, такая красота. Все, что сделал? Фары помыл. Передние, задние. Дворник пассажира переставил, чтобы он тоже был низко. А то, видишь, на какой он высоте располагался. Теперь они оба будут низко. А то немножко раздражало, если честно. Стекла теперь чистые. Благодать. Задние фонари тоже. Ну и, конечно, у прицепа. Все помыл, все почистил. Сейчас хочу еще километров 200... 250 в лучшем случае проехать. Очень классно себя показал душ. Его нацепил как рюкзачок. И этой лейкой все поливая, все щеткой очистил. Лейку тоже там немножечко допилил с помощью изоленты. А то там была протечка по стыку. Так что в путь. Ну а с тобой мы увидимся
уже утром, потому что чувствую, сил на съемке и желания сейчас уже вечером не будет. Доброе утро. Ну вот и закончилась последняя ночевка. Взял камеру в руки, даже еще не умывшись. Место уж очень интересное выбрал. Во-первых, основная трасса, она там. Днем мы отъехали вот по этой своротке. Напротив Чермет, что символично. Смотри, у меня маленький такой вот кармашечек. На него сдал, поставил сюда палаточку, а спал. Я не знаю, тут видно, нет. Вот тут колея от трактора. Я прям в эту ложбинку лег. Постелил пенку. И вот тут вот ложбинка. Ну, не знаю, наверное, не видно. А тут рядом какая-то лютая заброшка. Что-то деревянное, что-то брошенное. Учитывая, где мы находимся, это либо Кировская, либо Костромская область. И это, скорее всего, какая-то бывшая пилорама. Ну, учитывая, да, сколько здесь опилок, учитывая общую конструкцию. Ладно, туда прогуляемся потом. Давай сначала позавтракаем и умоемся. Ну и традиционно мое лежбище выглядит примерно вот так вот. Сейчас одежду просто накидал поближе. Ключи от машины искал. Простенько, незатейливо, но зато эффективно выспался. И как всегда, небесный будильник. Время 9 нет, я уже на ногах. Все. Пока остывает кофе, давай прогуляемся, посмотрим, что здесь когда-то было. Попробуем точнее это представить и посмотрим на то, что осталось. Нравится, что всюду цветы растут. Очень красиво. Добавляет ноточку позитива. Ну а так, да, в остальном, конечно, типичная такая разруха. На опилки. Ну, по-любому какая-то пилорама была, что-то древообрабатывающее. О, да. Привычная нам какая-то топь. Помнишь, как в детстве играет лава? Вот то же самое. Ова, только здесь все подвижно. Так, почти добрались. Ну да, выглядит вообще ни разу не безопасно. Но если ты видишь это видео, значит все прошло нормально. Да, конечно, это бывшая пилорама. Вот станины стоят. Бывшие подстанки бетонные. Видимо, очень старого производства. Ух ты, смотри, какая раздувка. Вот это древность. Она еще и рабочая. Обалдеть. Да, судя по опилкам, здесь происходила распиловка. Станки на подачу с циркулярными пилами. Даже металл немножко остался. Кто-то здесь не дорабатывает явно. Ага. Вот такая вот красота. Еще очень интересно, обрати внимание, такие олдскульные изоляторы. Раньше проводка крепилась на таких вот изоляторах. Вон как там, видишь, намотано. Вот так оно раньше и было. Старая постройка. И посмотри, как интересно тоже сделана и опора, и как захомутали такой полосой металлической. Да, технологии еще тех лет. Ну, прикольно, что еще что-то осталось, что мы тут побывали, что сохранилось хотя бы что-то. И вот всю ночь я спал под вот это вот пение, под эту канонаду птиц. О, как раз кофеек остыл. Надо сейчас в интернетах посмотреть, где здесь есть водоразборная колонка в ту сторону поселок, потому что баклаха пуста, душ где-то меньше половины и питьевые бутылочки тоже пусты. Надо пополнить запас воды. Понимаю, что нам ехать осталось там 740 километров, как бы за день доедем. Мало ли что приключится, а вода попить, умыться, она всегда нужна. Вода — это основной ресурс. Как там без еды человек может 40 дней, без воды всего лишь 3 дня? Можем ли мы где-то застрять настолько, что 3 дня не будем иметь доступа к воде с этой жигой? Да черт его знает, проверять не хочется. Как посмотрел, что мне ехать 11 часов, я решил, что уж по пути найду водиться.
Так что ПГТ Ленинская Кировской области, извините, к вам я в этот раз не заеду. Так что выдвигаемся, чешем в темпе вальса. Сейчас где-то через соточку в районе Шарьи надо будет на заправку заехать. Там же надо и побриться. Какша. Хе-хе. Совсем другое дело. Вчера ехал до 2 часов ночи, а поскольку целый день за рулем, уже глаза уставали просто даже от ближнего света фар. А некоторые и дальним злоупотребляли. Короче, жесть. Хорошо, что встал, потому что сейчас такая дорога началась. Периодически возникают ямы такие внезапные, бессистемные, глубокие. Короче, в прошлом году на похожей яме я вырвал крепление кронштейна амортизатора на Renault Master. Оно перед Пермью это было, оно потом так брякало. Ну, потому что сам кронштейн крепления оторвался. Мне его потом подварили, вот до сих пор так ходит. Надо, кстати, подварить, усилить. В общем, вот задумался, пропустил ямку. В общем, надо ездить днем. Нафиг эти ночные доезды. Фу таким быть. А тут хотя бы все видно хорошо. Да и есть на что полюбоваться, а ночью только свет фар. Поворот на Супротивный. Там находится станция с таким же названием, Супротивный. И на этой станции от Транссиба начинается ответвление на поселок Полдневица. Очень интересная и колоритная железнодорожная ветка. Пока что до туда я не добрался. Подписывайся на канал, мы обязательно туда с тобой съездим. Посмотрим, что там да как. Ветка проходит через глухие леса. По ней ездят автоматрисы АС-1А. На них можно покататься. Короче, интересная ветка, интересная история. Все буду рассказывать и показывать в тематической серии по ней. Поэтому подписка. Так, одна из 5 сегодняшних областей пройдена. Въезжаем в Костромскую. Ура! До дома рукой подать. Здравствуй, Костромская область. Внезапно ремонт дороги. Это очень круто. Река Ветлуга. Красота какая. Да, на такой на лодочке восплавиться. Круто. Только что прошли Шарью. Это уже Костромская область вовсю идет. Когда-то довелось побывать в Шарье. Там есть целая узкоколейка. Очень интересное место, интересный объект. Рекомендую посмотреть серию вот по ссылочке. Я думаю, тебе точно понравится. Пересекаем Транссиб, ремонт моста, реверсивное движение. Вон там видно вдали тепловоз почему-то. Ну тут же рядом Кострома, там не электрифицированный участок. Вот поэтому. Впервые вижу название Москва. Но меньше 600 нам осталось ехать. Так что да. Итак, чтобы было не скучно ехать, я предлагаю провернуть небольшой опыт. Значит, смотри. Встал в створ, знак ровно 200. Замерим, насколько вообще адекватно у нас тут все работает. Размер колес абсолютно стоковый. Ладно, погнали. Без пробуксовок. Вон, знак 200. Я поставил нули. Через 100 километров главное не забыть проверить значение. Из этого исходя будем рассчитывать, сколько она жрет на сотню, учитывая несоответствие
одометра и реально пройденного расстояния. 2 километра. Оп. Тут уже почти на 100 метров ошибка. Итак, 50-й километр. 50 проехали. 2 погрешных. Значит, около 4 километров на сотню. Значит, 4%. Соответственно, расход на 4% ниже. Но сначала давай доедем до 100-го километра. О, да. Итак, вот наш рубеж. 100-й километр. 100-й, 103,9. 3,9, ну почти 4% разница. На 4% он жрет топлива меньше, чем по подсчетам с комбинацией приборов. Вот туда, на станцию Кострома Новая. Там депо, вокзал. Газель. Это Кострома. Вот такие вот избушки соседствуют с новостройками. Ну, прикольное сочетание. Я вообще к Костроме неровно дышу. Когда работал на пассажирских поездах, сюда ездить было за счастье. Большой отдых, красивый город. Прикольно, нравится. И сейчас мы практически через самый центр поедем. На мост, который долгое время реконструировали. Смотри, какое здание красивое. А в нем бар и продукты. Дороги, кстати, подтянули. Я помню, раньше были дороги просто жуть, как после бомбежки. Страшное дело. А сейчас вообще неплохо. Вот Кострома панельная. Неплохое такое решение. Чем-то, знаешь, напоминает, в Минске есть такие ворота прямо напротив вокзала, ворота города. А это панельные ворота Костромы. Ну и неплохо смотрится. Там дальше уже классика пошла, ближе новостройки. И сейчас вскоре будем двигаться в сторону Волжского моста через, внимание, Волгу. Опять же, мы едем сейчас не через самый центр. Тут есть что посмотреть, есть всякие древности, интересности, прекрасности, достопримечательности. Но у нас задача до дома добраться, поэтому так, на ходу, что могу показать, то и показываю. Локации специально не выбирая. А вот это, по-моему, центральная площадь. Здесь должна вроде управа города быть. В общем, здесь красивые елки и постоянный перекресток. О, зеленый, ничего себе! Нам фартит. Вот такая красота. Все сделано, все построено. Теперь можно ездить. Даже стыки не особо агрессивные. Приятно. Вон там Волга видна. Пляж, народу-то. Эх, было времени сейчас побольше в запасе. Можно было бы искупнуться. День жаркий, хороший. А с той стороны железнодорожный мост. Как раз на станцию Кострома Новая. Потому что Кострома старая, она вот на этом берегу, на который мы едем. Такая вот простенькая история. Вот такая вот Кострома современная на этом берегу. А государыня моя осталась уже позади. Все, буквально несколько светофоров и едем дальше. А вот это Переславль. Можно сказать, его центр современный. Старые постройки еще здесь остались. Ярославка проходит прямо здесь. Мы по ней едем. Есть еще объездная дорога, но там показывать нечего. А тут можно полюбоваться. А тут есть на что полюбоваться. Вообще Переславль шикарный город. Если есть возможность сюда на выходные сгонять, я очень рекомендую. Город древний, город классный, город шикарный. И сейчас вот после этого светофора будет мостик. А после мостика мы въедем в его исторический центр. Даже музей шоколада есть. А еще есть там всякие музеи радио, музей... Да что только там нету. Музей утюга, музей самовара. Местный народ здесь очень в этих вопросах предприимчивый. Ну а что, под боком Москва, 120 километров. Сам Бог велел на туристах зарабатывать. Но здесь, ну тут реально красота. Плещеево озеро, ботик Петра Первого. Он еще сохранился, мы проедем попозже поворот. А вот этот вал.
И вот историческая часть города. Тут вообще перестраивать что-то запрещено, все под охраной государства. Такая вот красота. Не то чтобы эти дома были из тех времен, когда этот ров был актуален, не ров, а вал был актуален. Но вон церквухи всякие, народу вон сколько ходит. Хотя понедельник вроде как. А, сейчас же лето, каникулы. Такая вот красота. Очень рекомендую к посещению. А еще здесь есть и узкоколейки, и дачные железные дороги, и чего только нет. Вот еще один музейчик интересный. Благодать. Ура, ура! Живое, целое местечко. Я-то волновался, как бы не застать здесь просто ничего. А тут, смотри, даже покосили. Вот сейчас где будем пир устраивать. До Москвы осталось меньше сотни, но ехать часа 2. А я с утра ничего не ел после тех бутербродов. Короче, сейчас будем нямкать. Все, покормился сам, покормил комаров. Оставляю место в первозданной чистоте. Ни бумажки, ни какашки. Пора на финишную прямую и будем финалиться. Ну вот и все. Короткая дорога домой. Душ, бритва, короткий сон. И я на любимой работе. Какой вывод можно сделать из нашего приключения? Чуть больше 4000 километров. Чуть меньше 400 литров сожженного топлива. Небольшие ремонты, но в целом Жигулятор показал себя молодцом. 4 классные узкоколейки мы таки посмотрели. Материалу на несколько месяцев вперед отснято. Классное путешествие. Жигу оставляю себе как вторую машину, как подмену. Она доказала свою состоятельность. Техника простая, понятная, недорогая, как в обслуживании, так и по аппетитам касаемо бензина. Короче, на какое-то время пойдет. Подменная машина – идеал. Тебе спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно пройти со мной все это путешествие, увидеть вот эти вот закадры. Это было крутое действо. Лайки, подписки. А тебе мира, любви. Пока.